Я продолжаю гадание от бабы Зины, бабушкиным способом. И теперь гадание для трефовой дамы. Попробуйте посмотреть на описание этой дамы и подумать, соответствуете вы этому описанию или нет. Дама Треф, она часто бывает шатенкой или женщиной со среднерусыми, русыми, темно-русыми, черными волосами. Она скорее темненькая, чем она светленькая, или хотя бы она средняя. Также это дама с большим жизненным опытом. У нее зрелые суждения. Она может быть как в браке, так и не в браке, но среднего возраста. Эта дама очень энергичная, у нее всегда есть уже амбиции в жизни, она является часто профессионалом в своем деле. И, соответственно, в жизни всего она добивается сама. То есть самостоятельность – это ее конек. Она очень остроумная, она тактичная, она интересная. И, соответственно, такая женщина, я думаю, что часто бывает замечена мужчинами противоположным полом, но она в этом не совсем-таки нуждается, то есть она настолько самостоятельная, что захотела, значит, могла бы жить и одна. Конечно же, дама Треф очень часто бывает как раз-таки в отношениях, потому что такую даму мужчины не упускают. Да? Она лидер, конечно же, лидер. Итак, возьмем наш цыганский оракул, цыганские карты, да, это называется цыганские карты. Я их предварительно перемешиваю, потом мы с вами их должны занести над свечой. Это обязательно. И теперь перемешиваю их, тасую колоду 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь вы представьте, что сдвигаете левой рукой 4 раза. 1, 2, 3 и 4. На дне колоды у нас путешествие, поэтому я думаю, что расклад этот под счастливой звездой. И, конечно же, карта намекает на то, что вам дорога скоро куда-то. Теперь мы берем и вот так вот эту всю колоду размешиваем. Так положено. Так цыгане делают обязательно перед гаданием. Неважно, вот именно после того, как сдвинули, да, они это обязательно перемешивают и собирают ее снова. Старый бабушкин способ, он именно такой. Было очень много традиций для того, чтобы гадать на картах. Как на цыганских картах, так и на игральных картах. На картах Таро потом уже начали гадать. Вот. Теперь мы берем и, получается, давайте я в середину эту первую карту. Берем и раскладываем 5 кучек по 3 карты под нашей трефовой дамой. И 16-ю карту кладем сюда. Вот наш расклад. И первая кучка касается вашей личной жизни, вашего сердечного интереса, ваших чувств. Карты перевернутые здесь не читаются. Здесь, кстати, все прямые и выпали. Ученый, постоянство и юная женщина. Вот эти карты, они очень часто покажут человека, у которого давнишний брак. То есть, мол, вы еще с молодости за человека, за хорошего вышли замуж и много лет с ним живете. И, конечно же, может быть, и хочется какого-то обновления в жизни, но постоянство, оно все равно, конечно же, важнее. Либо вы очень хотите многолетнего постоянного брака, серьезных, добрых отношений. Для вас, возможно, даже особо не играет роль, чтобы постоянно была страсть, кипела или еще что-то, а именно, чтобы был многолетний, хороший, твердый, равный брак.
Вас привлекают мужчины, которые являются стабильными. Вас привлекают люди, у которых есть какой-то хороший социальный статус, с которыми можно поговорить, интеллектуальная близость, естественно, общие интересы. Вам бы не хотелось человека буйного, у которого ветер в голове. Для вас это не вариант отношений. Соответственно, вы либо уже в таких отношениях находитесь и, как уважающаяся женщина, завели себе, да, такого, либо еще, допустим, не повезло, но повезет обязательно, потому что вы себе уже где-то это нарисовали, что должны быть хорошие, долгие, добротные отношения с стабильным человеком. Вам не очень-то важна и внешность, может быть, этого человека, там, да, и его какие-то, ну, не знаю, там, данные. Вам важно, чтобы он был внутри нормальный, чтобы на него можно было положиться, чтобы это был добрый человек. Тот, который не будет вас гнуть как липку и не будет стараться на вас ездить, пахать, пользоваться вами, не будет устраивать вам истерики, не будет уходить куда-то с друзьями, а наоборот будет около вас находиться и, может быть, даже пусть постоянно находиться, там каждый сходил на работу, там, да, но вечером люди собираются вместе за столом, проводят время. И если у вас уже такие отношения есть, я за вас очень рада, потому что здесь карты показали какую-то стабильную ситуацию. Может быть, если вы правда зрелая дама трефовая, то у вас есть дочь, судя по этим картам, может быть такое. Или просто юный ребенок, юный человек в вашей семье, за кого нужно заботиться, за кого нужно как-то брать и отвечать сейчас в жизни. И вы из-за этого, конечно, это все держите на сердце. Хорошо, давайте теперь посмотрим о ваших печалях, невзгодах и горестях, что карты скажут. Здесь я вижу дом, вор и отчаяние. Ваши невзгоды и горести связаны, возможно, с тем, что вас кто-то обманул, ограбил, вы встретились, может быть, с аферистами, или просто к вам действительно забрался вор в дом, и, может быть, это просто человек был, знаете, вот, который является предателем. То есть это могла быть друг, подруга, коллега по работе, там, не знаю, начальник, кто угодно. То есть есть такие люди, и родственники бывают такие, кто является настоящими подставами. Получается, в вашей жизни пришел какой-то человек, кто вас обманывал. И вы из-за этого очень переживаете, это является вашей горестью. Карты показали именно вора. То есть вас могли надуть на деньги там, да, или украсть какую-то важную вещь. Или могли украсть ваше сердце когда-то, и вы из-за этого пострадали, у вас психологическая травма. Также эти карты могут касаться ваших близких людей. То есть кого-то обманули, кого-то там, да, жизнь перевернули, кинули, предали. И вы из-за этого можете переживать. Но чаще всего, конечно, из-за себя, из-за того, что вот в жизни так получилось, вы, может, кому-то поверили или там допустили халатность и, естественно, стали жертвой обмана. Вот, и это ваши горести и печали. Следующие карты покажут ваши значимые события в ближайшем будущем. Вышла карта тюрьма, вышла карта вдовец и вышла карта деньги. Карты здесь, знаете, как показывают, что к вам придут деньги, но совершенно из неожиданного источника. Они говорят о том, что кто-то может быть очень сильно ограничен. То есть тюрьма — это, по сути, карта ограничений. И, соответственно, этот человек, карта вдовец, одинокий, который в жизни кого-то потерял или что-то вот потерял очень важное, ценное для себя сейчас. И вот этот человек по какой-то причине передает вам деньги. Ну, например, это может быть деньги на хранение или просьба передать, там, не знаю, внукам, правнукам недвижимость, или отвечать за недвижимость, или помочь купить недвижимость, или какие-то сохранить большие сбережения. Также карты здесь могут показывать, что в связи с чьим-то одиночеством или обретением одиночества идет ситуация, что человек там, например, основывает бизнес, вы идете туда на работу, или нужно руководить чем-то,
какими-то деньгами руководить, чтобы поддержать этого человека, кто остался каким-то одиноким немножечко, да, и он растерян, этот человек сейчас. То есть для вас это будет значимым событием, что кому-то нужно будет деньгами помогать, но это не вкладывать свои деньги, это распоряжаться деньгами этого человека, чтобы ему помочь. То есть человек просто попадает в сложное положение из-за своих потерь, из-за своей печали, из-за своих ограничений, жизненных трудностей или даже физической ограниченности. Соответственно, вам нужно с этим человеком как-то, ну, сочетаться, поговорить, как говорится, да, и помочь ему. Потому что это является для вас каким-то дорогим или близким человеком, или другом, или хорошим знакомым, кто обращается к вам, чтобы вы могли разрешить его вот эту проблему. Поэтому, да, вам нужно обязательно откликнуться на просьбу этого человека, чтобы распорядиться какими-то его средствами, помочь ему распорядиться этими деньгами. Следующие карты у нас карты прошлого. Карты прошлого. Так, тут у нас, значит, мыслитель, высокомерие и путешествие. Карты говорят о том, что в вашей жизни был какой-то человек, который находился на расстоянии от вас или находится до сих пор, и он проявил себя к вам очень заносчиво. С другой стороны, вы уважали этого человека всегда. Может быть, это ваш, ну не знаю, отец, например. Но этот человек явно находится в другом месте, не там, где вы. Также карты показывают, что в вашей жизни мог быть в прошлом глобальный переезд. Но именно связанные с высокомерием этого человека. Ну, допустим, рядом оказался кто-то, кто вел себя по отношению к вам не очень хорошо. И, соответственно, когда вы уже больше не могли этого выносить, вы уехали. Может быть такое, отчалили, уехали, может быть не прямой символ, да, а то, что вы совершили переход. Там, допустим, очень сильно заносился начальник, да, перед вами, и вы ушли на другую работу. Но прошлое явно показывает, что вы покидаете одно место и уходите в другое место или уезжаете из-за высокомерия, возможно, кого-то, кто выше вас по статусу. Карты эти, они говорят о том, что вы свободолюбивая личность, свободная личность, которая ни за что не будет терпеть, чтобы ее как-то поносили там, да, или перед ней показывали там свое величие, свое богатство, свои вот эти вот какие-то мысли о том, что вы хуже. И, соответственно, вы уйдете в любом случае, даже если человек вам нравится, и, может быть, это ваш бывший муж, например, но вы уйдете в любом случае, даже если человека вы уважаете, там, считаете умным, но если он слишком уж задирал нос, вы все равно не будете этого терпеть. То есть карты показали, что из-за этого произошло, вот, ну, не знаю, разрыв связи, да. Ваше будущее, что покажут карты в будущем? Я здесь вижу карту врача, я здесь вижу карту подарок, и я здесь вижу карту надежда. Карты не связаны с болезнью и консультацией врача, потому что, скорее всего, вы получите подарок от человека, у которого очень хорошая профессия. Здесь карты говорят о том, что вам дарит надежду, хорошее к вам чье-то отношение. У человека, у которого высокий статус, и который с многими разговаривает как врач и является либо целителем душ, либо у него должность врача действительно, либо у него просто какая-то, ну, очень такая хорошая, как сказать, социальная профессия, когда он помогает людям. Вот от этого человека вы получите настоящий подарок. Но также это может быть действительно подарок от врача, если вы больны. Врач вас может обнадежить хорошей новостью по поводу вашего излечения или по поводу хорошей терапии и того, что в скором времени вы как раз-таки выздоровеете, и все будет хорошо, или выздоровеет какой-то человек, который близок к вам, который был болен, да, и вы теперь узнаете хорошие новости, эти новости как подарок и надежда для вас. Карты все равно показывают здесь, что вы можете получить какой-то презент от мужчины, и этот презент дарит вам надежду на будущее. То есть в любом случае здесь трактовка идет такая, да,
что вы в скором времени получите сердечный подарок, я в этом уверена. И также карты богатства и процветания. То есть мы здесь видим все равно на карте не просто подарок, а очень богатый подарок. И, соответственно, вас ждет в скором времени в любом случае разрешение финансовых вопросов и прибавление в деньгах. Карты это совершенно точно здесь указали. Чем сердце успокоится? Наша 16-я карта. Вышла карта, ищущая удовольствий. Карта показывает, что вы, скорее всего, соберетесь куда-то с друзьями, подругами или на вечеринку и будете что-то праздновать. Для вас это будет душевным успокоением. Карта говорит о том, что вы, скорее всего, очень захотите провести время с радостью и удовольствием, и можете съездить куда-то или действительно побыть вместе с приятелями, с друзьями, с хорошей компанией, может быть, с компанией родственников, если вы с ними дружите. Но вам будет приятно обсудить какие-то общие проблемы, поболтать, там, общие интересы какие-то поддержать. И, соответственно, вы идете в некий отрыв, что ли, да, с кем-то расслабляетесь, вам это нужно и необходимо. Так, теперь мы... давайте совет какой-то посмотрим для вас. Совет. Письмо. Если вы еще с кем-то не поговорили, кому-то не написали о чем-то очень важном, или не получили еще важное известие, то скоро получите, либо вам нужно написать кому-то что-то очень важное. Поговорить с кем-то, может быть, рассказать определенную новость или передать бумаги. Тогда сделайте это. Вообще письмо, карта такая, она говорит о каких-то четких вещах. Сообщение, бумага, письмо, электронная почта. Что-то вам нужно там посмотреть и выполнить, либо получить. Это важно. Хорошо, теперь берем наши карты, собираем. Все собираем. Мы их с вами опять перемешиваем. И вот так делаем. И выбираем отсюда 3 итоговые карты. 3 итоговые карты напутствия от карт, от высших сил. Что они вам скажут. Это важно. Так, выбираем 3 карты. Так, и смотрим, что там. Вышла карта «Любовь», вышла карта «Посыльный». И следующая карта «Сюрприз». Карты очень хорошие вам выпали, дорогая трефовая дама. Они говорят о том, что в скором времени вам либо весточка от любимого человека, либо какое-то признание в любви, подарок, письмо, сообщение. И это будет для вас большим сюрпризом. Вам могут объясняться в чувствах, и это может быть даже с неожиданной стороны. Либо тот человек, который у вас есть, любимый человек, да, он сделает для вас резко, вот даже вы не думали, что такой неожиданный подарок, сюрприз. Вот что-то такое он может рассказать о себе, или о нем придет хорошая новость. Но это вас очень сильно обрадует. Вообще эти итоговые карты говорят о том, что в жизни скоро будет все хорошо, все наладится, потому что это положительные карты. Они итоговые расклады, и они положительные. Естественно, такие карты, они всегда говорят о том, что человеку скоро повезет, особенно в любви. И жить он будет по сердцу, и жить он будет с приятными сюрпризами от Вселенной, от Бога и от ангелов, ангела-хранителя. Да? Поэтому ничего не бойтесь, смело шагайте вперед, дорогая трефовая дама. И особенно в любви, да, но у вас скоро все действительно наладится и будет хорошо. Вот такой ответ вам дала старая бабушкина гадание. А я иду к пиковой даме.